Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 21 декабря. В этом видео поговорим о народном календаре. Обязательно уделим внимание церковному календарю. Сегодня обращаем ваше внимание, в церкви вспоминают двух святых. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 21 декабря. Друзья, далее все более подробно. Итак, 21 декабря в церкви вспоминают двух святых: Потапия Фивского и Анфису Римскую. Давайте немножечко уделим внимание для начала Потапию Фивскому. Итак, православная церковь в этот день, 21 декабря, чтит память преподобного Потапия Фивского, родившегося в благочестивой христианской семье. Достигнув совершеннолетия, он удалился жить в египетскую пустыню, а спустя годы Потапий прославился аскетическими подвигами. Люди начали приходить к нему за советом, но преподобный возжелал пребывать в безмолвии и отправился в Константинополь, где в городской стене неподалеку от Влахернской церкви сделал себе келью. Однако и здесь люди узнали о нем. К нему начали обращаться больные. Потапий обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим. Также 21 декабря почитается память мученицы Анфисы Римской, пострадавшей за христианскую веру в V веке. Ее жизнь – это свидетельство глубокой веры и преданности своему духовному наставнику. Она была женой римского сановника. Крестил ее Амвросий Мелиоланский, день памяти которого выпадает на 20 декабря. Мученицу Анфису сожгли на костре после того, как она отказала жене градоначальника Сунильды принять арианское крещение. Молитва, обращенная к Анфисе Римской, помогает обрести стойкость во время испытаний и искушений, защитить нравственные идеалы, разрешить конфликтные ситуации с начальством, защитить дом от пожаров и других бедствий. Также обращаем ваше внимание, что в описании к этому видео мы оставим вам молитвы, которые рекомендуем вам прочитать в этот день, 21 декабря. Друзья, также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами продолжается рождественский пост, и на всем его протяжении верующие не употребляют пищу животного происхождения. Это мясо, молоко, яйца и рыбу. Обратите на это внимание. Ну а в народном календаре этот день назвали как Анфиса Рукодельница или Потапий день. Народный праздник, посвященный Анфисе Римской, полагалось отмечать в домашних хлопотах. Этот день женщины и девушки посвящали обязательно рукоделию. Полагалось проявить мастерство в том, что удавалось лучше всего. У кого-то это было вязание, у кого-то было шитье, вышивание или умение прясть. Заниматься рукоделием полагалось в этот день только в одиночку, чтобы избежать сглаза и потери неудачу. На Руси так говорили: на Анфиса девка шьет, но лишний глаз при том шитье на сглаз. И вы знаете, с древности любые орнаменты, вышивки на одежду наносились не только для красоты, а в первую очередь и служили оберегом. Все женские украшения наших предков, если вы обратите внимание, это серьги, перстни, ожерелья, подвески, тоже относились к оберегам. Намного меньше таких оберегов было в мужском костюме, потому что мужчины сильнее женщин. Они успешно могут противостоять атакам нечистой силы. Вышивкой покрывали все проемы и отверстия в одежде человека, подол, ворот, рукава. Делали это для того, чтобы нечисть не смогла добраться до человеческого тела. На крестьянской одежде часто можно было встретить изображение курицы или петуха. На Руси петух считался вещей птицей, приветствующей спасительное солнце и способной прогнать мрак ночи. Верили, что крик петуха прогоняет нечистую силу, потому часто его сравнивали с колокольным звоном к заутренней.
Также популярностью пользовались изображения льва, коня или оленя. Все зависело от региона. На мужской одежде по большей части вышивали геометрические орнаменты, а женские вещи предпочитали украшать растительными мотивами. Как мы уже сказали ранее, в этот день, 21 декабря, девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой молодой особы к свадьбе было готово вышитое, собственноручно приданное, поэтому девицы и принимались за работу. На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие. Иногда вышивали оленей, лошадей, львов, не теряли актуальности и природные орнаменты. Наши предки верили, что эти символы принесут счастье и благополучие. И обращали ваше внимание, считалось, что именно вышивка, она обязательно поможет. Также в этот день было принято отговаривать от порчи из глаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива, на запястье в обязательном порядке вязали шелковую нить. Существовало в народе такое поверье, что если нитка часто рвется, то в комнате присутствует нечисть. В этом случае надо было трижды прочитать молитву, обращенную к Богородице, с просьбой защитить от любого негатива. После открыть дверь, чтобы нечистая сила вышла, и затем закрыть ее плотно. В день Анфисы, 21 декабря, крестьяне очень боялись глаза, поэтому вечером читали волшебные слова от порчи. И вы знаете, мы с вами хотим поделиться одним обрядом от порчи девичьей красоты. Как его нужно провести именно в этот день, 21 декабря? Мать девушки брала колодезную воду и переливала ее 3 раза через дверную дужку, проговаривая такие слова: «Вода непростая, трижды перелитая. Мою дочь защити, от черного глаза очисти, чтобы он к ней не прилипал, красоту ее девичью не забирал». Потом этой водой девица должна была умыться и утереться изнанкой подола материнской юбки. Также накануне дня зимнего солнцестояния и Анфисы-рукодельницы женщины пекли постные пироги в виде солнца. В рождественский пост иные блюда на мясе, молоке, приготовленные с использованием яиц, не приветствовались, а в старину таки вовсе были запрещены. Также в этот день наши предки уделяли особое внимание народным приметам касательно погоды, потому что для наших предков имело очень важное значение погода, какой будет зимой и, конечно же, весной, а также какой будет урожай в следующем году. Поэтому, если в этот день, 21 декабря, вьюга, то лето будет ненастным, а снегопад в этот день сулил дождливое лето. Если с утра синички чирикают, то ночью ждите мороза. Если птицы под крышу прячутся, будет метель. Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой. Именины 21 декабря отмечают Анфиса, Кирилл, Сергей и Виктория. Человек, рожденный 21 декабря, по знаку зодиака Стрелец. Эти люди немногословны и приветливы. Они обладают, правда, сложным и противоречивым характером. В качестве талисмана им подходит агат, который защищает от дурного глаза, оберегает в пути от неприятностей, увеличивает запас жизненных сил и способствует обязательно улучшению настроения. В ночь на 21 декабря вы можете увидеть вещий сон, в котором высшие силы вам обязательно подскажут, как сделать свою жизнь счастливой, какой путь выбрать, чтобы жить в гармонии с собой. Обычно это сновидение с быстро меняющимися картинками. Внутренние силы и сексуальная энергия будут переплетаться, показывая и рассказывая в снах ваши сокровенные желания и мысли. Интерпретировать видение нужно с помощью интуиции.
интуиции. Могут присниться не только хорошие, но и в то же время плохие сны. Если вы увидели что-то неприятное, утром обязательно прочитайте молитву, примите холодный душ и постарайтесь забыть кошмар. Также старайтесь до 12 часов дня не рассказывать о своем сне. И скажите обязательно, куда ночь, туда и мой сон. И в вашей жизни это все пройдет мимо. Давайте теперь поговорим о том, а что же можно было делать в этот день, 21 декабря. Вы знаете, девушки в этот день обычно занимались рукоделием. Пряли, ткали, шили и вышивали. И считалось желательным делать это в одиночестве. Если уединяться не хотелось, то тогда обязательно проводили обряд против порчи. Также для защиты от злых духов на одежде вышивали специальные орнаменты. Обычно их развешивали на вороте, на подоле и рукавах. Кроме орнаментов, изображали древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие. Наши предки верили, что сегодня все нити обладают магической силой, а тот, кто наденет вещи, вышитые или шитые в этот день, 21 декабря, станет успешным как в делах любовных, так и в профессиональных. В день Анфисы рукодельницы нужно было начать работу над свадебным рушником, на котором обычно вышивали красные узоры. Считалось это цвет любви и страсти. Только перед тем, как приступать к рукоделию, нужно было повязать себе на руку шелковую обязательно красную нить. Считалось, что она таким образом, красная нить, будет защищать от уколов иглы и других неприятностей вышивальниц. Также наши предки в этот день особое внимание уделяли тому, что же нельзя было делать 21 декабря в день Анфисы рукодельницы. Итак, самое главное запрет в этот день был, это запрет на рукоделие в присутствии других людей. Считалось в народе, что в этот день активизируется нечисть, а значит взгляд постороннего человека даже без его желания может сглазить и работу, и саму рукодельницу. Наши предки верили, что 21 декабря все нити обладают магической силой, а тот, кто наденет вещи, вышитые или сшитые в этот день, станет успешным как в делах любовных, так и в профессиональных. Также принято в день Анфисы рукодельницы вязать из красной нитки браслет, который являлся оберегом от порчи и зависти. Только в ней должны быть куплены специально для этой цели. Нельзя 21 декабря незамужней девушке вышивать вещи черными нитками, иначе по народной примете после замужества она скоро овдовеет. В день Анфисы рукодельницы нужно начать работу и над свадебным рушником, на котором обычно вышивали красные узоры. Только перед тем, как приступить к рукоделию, нужно повязать себе на руку шелковую красную нить, которая защищала от уколов иглы и других неприятностей вышивальниц. Нельзя и коротать вечер 21 декабря было в одиночестве. Его надо провести в кругу близких и любимых людей, чтобы после год был рядом с ними, ощущая их душевное тепло, любовь и поддержку. Очень важно в этот день, 21 декабря, с ними не ссориться. Даже если кто-то из них не прав, лучше сдержаться и проявить выдержку и терпение. Не стоит и оставлять денежные долги и незавершенные дела на 21 декабря, поскольку тогда их придется доделывать в течение всего следующего года. Если в день Анфисы рукодельницы не получается справиться с ними самостоятельно, можно попросить помощи. Святая только поддержит совместный труд, благословив всех на профессиональный успех. Ни в коем случае нельзя 21 декабря встречать в неубранном помещении. Сегодня надо сделать уборку и в доме, и на рабочем месте. Делается это для того, чтобы вынести из своей всей жизни старое и кармически дурное. И считается, что если проигнорировать именно этот запрет, то потом очень долго не будет возможности избавиться от прежних проблем и препятствий во всех важных делах. Кроме того, обращаем ваше
ваше внимание, что у нас с вами завтра, уже 22 декабря, день зимнего солнцестояния, и после этого астрономического явления у нас с вами день начнет потихоньку прибавляться. Поэтому мы немножко в другом видео поговорим о дне солнцестояния, но знайте наперед, что 22 декабря достаточно сильный по своей энергетике день. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.